Matone Production. И Билли Ди Вильямс в роли Скотта Джоплина. Тот человек, идущий вниз по ступенькам, великий американский пианист. Блестящий музыкант и композитор. И никто не знает об этом. Забавно, откуда берется талант. И даже я, проработав с талантами всю свою жизнь, до сих пор не понимаю этого. Конечно, все в его семье играли музыку. Братья, сестры, отец играл на скрипке, его мать играла на банджо. И приходилось работать прачкой, чтобы оплачивать уроки местного учителя музыки, который учил Скотта игре на фортепиано. Она всегда его поддерживала. Но когда ее не стало, не осталось и денег на уроки музыки. А его отец считал музыку не более чем развлечением, либо же в угоду церкви. О том, чтобы зарабатывать на жизнь, кроме пианино, не могло быть и речи. Выбор у мальчика был невелик. Идти работать на железную дорогу, вооружившись киркой и лопатой. Как сделал когда-то его отец, и как сделал когда-то его брат. И как пришлось бы сделать ему самому. Но в душе у Скотта оставалась музыка, и работа на железной дороге была не для него. Так, он покинул дом. Вероятнее всего, он бы стал каким-нибудь пианистом во второсортном борделе. Мы называли таких в простонародье профессорами. Благо, они все получили, чего хотели от жизни. И такая жизнь Скотта устраивала. По крайней мере, поначалу. Так он начал свою карьеру, играя для клиентуры старейшего в мире развратного заведения. Борделло. В фильме также снимались Клифтон Дэвис, Или не знаю, что у них на уме. Маргарет Эйвери, Светлая кожа не делает ее слаще, а права? специальный гость Юби Блейк, а также Готфри Кэбридж, Сеймур Кассель, Джесси Дивейн и Мейбл Кинг. Конечно же, Тадж Махал. Тебе сегодня бесплатно. Споди Оди. И Артур Кардни в роли Джона Старка. Какие пожелания? Последний вечер, профессор. Пытаешься проявить любезность Эми? Уже благодарность. Тогда налей мне выпить. Собрался и убрался, да? Новый парень неплохо играет. Да, если бы он еще не отвлекал от работы девчонок. Ты сказал 7 баксов за неделю. Я дам 10, если останешься. К утру меня здесь не будет. Все только думают о себе, никому нет дела до других нынче. Доброе утро. Что же утром? Наверху никого не осталось. Девчонки здесь высший класс. Это их работа. Мне же лучше. Мне пора. Куда направляешься? В Сиделию. Все лучше, чем здесь. Вопрос, где это здесь? Играл по этим нотам. Я написал их.
Написал их? Зачем тебе это? Чтобы их услышали. Я и так их услышал. Зачем возиться с этой нотной писаниной, если ты единственный можешь по ней сыграть? Мои уши говорят мне все. Что будешь делать в Сиделе? Читать ты умеешь? Я считать умею. 100 баксов. Ты же не собираешься прийти вот так с улицы и обыграть тех ребят, это лучшие профессора. Там будет издатель, ходят слухи, что он ищет новую музыку. Воспользуешься этим для прослушивания? Именно. Выходит, ты не возражаешь, если я присоединюсь к тебе и приму в нем участие, чтобы заработать денег, Но я верно? постараюсь его выиграть. Вдвоем шансов больше, чем у одного. 50 на 50? Луис Шоуэн. Скотт Джоплин. Это бемоль. Бемоль? Бемоль. Что ты хочешь этим То, что сказать? сказал. Не припоминаю, чтобы встречал тебя раньше. Нет, сэр, не встречали. Как твое имя? Скотт Джоплин. Никогда не слышал, кто такой Скотт Джоплин. Откуда ты родом? Таксакана. Такому захолустье вряд ли чему можно научиться. Я научился слышать ля бемоль. Я занимаюсь настройкой пианин всю свою жизнь, сэр. Моему уху доверяют профессора вверх и вниз по реке. Многие из них будут соревноваться сегодня вечером на этих инструментах, настроенных. И притом отлично. Слушай, я тоже собираюсь играть здесь сегодня вечером. И при всем уважении вы можете упрекать меня сколько угодно. Я точно знаю, как звучит ля бемоль. Ты исполнитель? И композитор. Ты сдаешься? Скоро буду. Скоро будешь. Неужто? Когда же это случится? Как только меня услышат. Единственный, кто тебя может услышать в Сиделе, это Джон Старк. Тогда меня услышит Джон Старк. Всего доброго, мистер Джоплин. Как волк, друг? Ты кто ты вообще такой? Зови меня как хочешь, друг. Надо прямо познакомиться. Я не там не мешаю? Я бы следовало больше играть, а меньше говорить, поверь. Иди шмуху там и си. А разобрал, чтобы послушать, как я играю.
Я умею играть кейковый друг. Я умею играть вот это. Продолжай играть, приятель. Играй так, как я. Вставай, вставай. Вот и левша. Однорукий левша. Да, и оно играет лучше, чем мы с Шизоли обеими. О, с вами присутствием имею право пасти. Продолжай играть, а пока его прогуляет. Если ты будешь играть одной рукой, то я буду играть одной рукой. Но будь готов, что приведу и вторую. И двое. Последний. И ты будешь первым. Можете сыграть вертюрку перейти по этой Кристине? Что по-вашему ответить человеку, который шлепнет двадцаткой по столу и скажет сыграть ее? Отвечу, что не могу. Облажаешься? И через 10 секунд я тебя вышвырну. Учил? Я могу сыграть ее, черт возьми. Играешь в ля бемоле. Учил. А выход? Он туда. В какой ты тональности? Какой тональности? Зачем ты делаешь эти модуляции? Пытаешься побить меня? Убирайся, убирайся. Это что-то новенькое. Она мне определенно нравится.
Кто-нибудь слышал эту музыку, сэр? Никого. Никого? Вообще никого? Нет, сэр. Мне нужна она завтра в моем офисе утром. Здесь 50 центов, вы сказали, дадите десятку. Оставь себе. Спасибо. Кто это там звонит? Как вечер? Понравилось? Это была твоя музыка, верно? Она самая. Я запомнил главную тему. Чувствуется пульсация. Синкопы. И легкость. Энергично и ритмично. Чувство ритма штука важная, без нее нельзя. Что ж, твою музыку можно играть, под нее можно танцевать, ее можно слушать. Можешь ли ты написать ее? Перенести на бумагу. Сейчас многие из вас это не умеют, вы умеете импровизировать. Но что такое нотный стан? Я могу записать. Где ты этому научился? Колледж. Как называется? Колледж Джорджа Смита. Нет, я имел в виду песню. О, Maple Leaf Rag. Кленовый лист. Неплохо? Возможно. Местный колорит. Попробуем сделать 500 копий. Только не предавайся чрезмерно ослепительным видениям богатства и славы. Музыка может литься как ручей, но деньги в ней не текут. Проходи. Спасибо. Я дам тебе 50 баксов за авторские права по всему миру. Бессрочно. Бессрочно означает... Я знаю, что оно означает. И 10% с каждой проданной партии. Пока будешь играть. Если возникли какие-то вопросы, вы сказали играть. Продажа песен — это в своем роде земледелие, мистер Джоплин. Чтобы получить урожай, нужны семена, дождь, удобрения. Много удобрений. Нужно распространить их повсюду. Я думаю, посадить тебя за пианино перед этим большим окном. Они будут слышать эту мелодию каждый божий день. Вопрос, когда я увижу музыку. С 3 до 4 этого дня. С 3 до 4 означает... Я знаю, что это означает. В чем дело, приятель? Почему ты стоишь там как вкопанный? Что он сказал? Сказал, что покупает. Чёртовы пианино приносят деньги? Да что не так с тобой, парень, на тебе словно лица нет. Сколько дает? 50. Полтинник? Бездомный бродяга получает больше. 50 это просто надувать. Полтинник. Всего лишь навсего. Сказал, что положены роялти. Я должен буду играть. Что за роялти? Процент с выручки, парень. Один выручает, другой получает. Он просто хочет надурить себя, друг. Так, подождите. Мы говорим сейчас не просто о каком-то там парне. Мы говорим об этом парне, вот именно. И этот самый парень должен стать известным черным композитором, как все те другие известные черные композиторы. К примеру, забыл его имя. И то, что он, как его... Не помню. Нету черных композиторов, и этот парень должен стать первым. И никто, кроме него, больше первым не станет. Сколько у тебя денег? Примерно 20 центов. У меня есть 10. Пойдем заглянем в салон, надонем что-то поесть. И не позволяй ему себя одурачить. Я в тебя верю. Слушай, у меня есть кузен в Сент-Луисе, мы можем его поискать, как доберемся. Что если это лучше? Эй, в чем дело? О чем ты задумался?
Ну же, приятель, у нас есть деньги, 100 баксов. Мы сделали все, что хотели. Пора двигаться дальше. Запрыгнем в поезд, двинем к реке. Нам больше не придется играть за гроши, мы будем лучше. На очереди Новый Орлеан. Нельзя упустить такой шанс. Ты хочешь остаться, ты сумасшедший, я это знаю. Я покупаю билеты. Какой шанс тебе дается раз в жизни? Я первый, поверь. Я уже мог держаться, а все ваше. Но обезурило, я честный порядочный нигер.
Да кому какое дело до чернокожего пианиста, играющего для сутенеров, проституток и алкоголиков в одном из борделей Соединенных Штатов Америки? Человек живет в мире лишь однажды, если доживает до 40, не загнувшись от сифилиса или виски. Ничего плохого здесь не вижу. Они оставляют хорошие чаевые, когда слышат хорошую музыку. Мне казалось, что ты хочешь стать композитором за 50 баксов с мелочью. Видимо, я поспешил с выводами. Хороший профессор зашибается только за пару ночей. Я не знал ни одного пианиста из какой бы то ни было части света, который мог бы уйти победителем. Пойду с вами, и этого не случится. Пойдешь со мной, и ты будешь играть для людей, которые тебя не услышат. Кто-то будет ухмыляться или затыкать уши. Или что еще хуже, им будет полностью наплевать на тебя. Ты уже через это прошел, ты знаешь, о чем я говорю. Оно подобно удару в открытую рану. Альтернатива? Ты можешь перестать пытаться и уйти от этого. Отступить. Но тебе нужно другое. Ты ищешь шанс быть услышанным. Но ты хочешь гарантии на случай провала. Запасной план, чтобы не стать отвергнутым. Я этого дать не смогу. Никто не сможет. В таком случае оставайтесь там, где вы есть, мистер Джоплин. Я достал их.
Не обращай внимания, я просто наблюдаю. Это для улиток. Пиво для улиток? Они идут на запах пива и не трогают цветов. Оно убивает их. Кто тебя этому научил? Он научил. Твой отец. Мой муж. Любимому мужу, Белли. Что ж, вам, наверное, пора. Ну да, конечно. Или я не права? Вообще это нет. Тогда или нет? Сегодня у меня выходной. Наверняка у вас есть планы. Планы? Развлечения на ваш выходной. Ну, вообще я принимаю участие в культурной жизни города. Не совсем культурной, если быть точным. В таком случае, боюсь вам помешать. Напротив. Давай вперед, приятель, покажи им, на что ты способен. Профессор Джоплин, клетчатый жилет и жемчужина-серый котелок. Тебе и правда нравится эта жизнь, не так ли? Когда я был ребенком, я надевал папины длинные штаны и ходил в Тендерлойн послушать пианистов, приезжавших из Нового Орлеана. Они говорили про давних гляже, королевском шампанском, курили сигары и бросали деньги. Такая жизнь не для меня. И не для меня тоже. С этого дня. Это все в прошлом. Джон переносит свою издательскую компанию в Сент-Луис. Я решил поехать с ним. Ты когда-нибудь бывала в Сент-Луисе? Однажды. Понравилось? Да. Быть может, сможешь навестить меня там? Возможно. Я не хочу уезжать без тебя, поедем со мной. Как кто? Моя жена. Выходи за меня, Белль. Хорошо.
Рабин? Рабин! сэр. Ну-ка приберись тут. О, конечно, сэр. Рабин, видишь ли ты результат многолетних стараний? Безусловно, сэр. Чтобы получить желаемое в этом мире, Рабин, нужно много работать. Увы, что дается легко, мы не ценим. Запомни мои слова, сынок. Хорошо сказано. Добрый день, сэр. Сэмюэл Бандлер, художественный и музыкальный критик из газеты «Сент-Луис». Музыкальный критик. Чем я могу помочь, сэр? Я хотел бы взять интервью вашего мистера Джоплина. Его, мистера Джоплина? Полегче, ребята, полегче. Так где мне найти мистера Джоплина? А, он у себя дома. Счастлив в браке, скоро станет отцом. Занят преподавательством и сочинительством. Что ж, то вы расскажите. Первое, что нужно знать о мистере Джоплине, я бы сказал, что он жаждет серьезной работы. Его композиция превосходна в любых аспектах. Тёп заключен гений ноктюрна Шопена или баховской фуги. Видите, это не то, что я имел в виду, мистер Старк. Не то, что я хотел услышать. А что вы хотели услышать, мистер Бандлер? Меня вот больше волнует вопрос коммерциализации и деньги, которые можно на этом заработать. Как пустить пыль в глаза публики? Ну, что-то вроде того. Я здесь вовсе не для того, мистер Бандлер. Ах, нет? Ну, тогда вам решать. Я тут пишу ровно так, как вы скажете. Разве вы не слышали, мистер Бандлер, что моего мистера Джоплина называют королем рэгтайм? А слышали ли вы, что Американская Федерация музыкантов объявила его музыку незаконной? Музыку, которую жаждут сыграть тысячи. Они считают это пустышка. Пошлота, навеянная улицей. Банальная и обыденная. Как криминальный роман. Мимолетная забава, а не более. Завистливые глупцы, которые отказываются вынимать вату из ушей. Что касается мистера Джоплина, я должен отметить, что у него высокий темперамент, который расстилается от земли до небес. Что все его гуси-лебеди. А вся вода в Миссисипи на вкус, как медовая роса. Всего доброго, мистер Бандлер. Удачи вам в Сент-Луисе, мистер Старк. Рабин, если ты не можешь сыграть правильно, то не играй вовсе. Хорошо, сэр. Сказать по правде, я немного сбит с толку в вашем случае. Как вы себя чувствуете? Опять устаканилось? Обычно это ложное ощущение. Сейчас вам кажется, что болезнь отступила. Но это не так. Иногда бывает трудно распознать первые признаки сифилиса. Сейчас вы находитесь в так называемой вторичной стадии. Внешне не отсутствует. Первичное поражение нервной системы. Случайная потеря контроля над своими руками, к примеру. Что может пройти, то может и вернуться. Третичная стадия этого заболевания поражает нервную систему. Но когда это произойдет, я не знаю. Может произойти через 5 лет, а может и через 25. А может и не случиться вовсе. Каждый случай особенный, вы должны это понимать. Вы сейчас поддержите близостную связь со своей женой? Нет. Хорошо, я бы вам не советовал. Вам крупно повезло, что вы ее не заразили. Я чего-то не знаю? У нас должен быть ребенок. Я не знаю, мистер Джоплин. Это может на нем сказаться, а может опять же и нет. Я право не знаю. Миссис Джоплин, Скотт дома?
Я буду стоять здесь, пока ты что-нибудь не скажешь. Стоило мне отвернуться на полгода и тебя не узнать. Профессор Шавен. Ну как оно? Порядок. Что ж, ты посмотри-ка на него. Сказать по правде, выглядишь ты паршиво. Как насчет того, чтобы представить своих спутников? Да, конечно. Это Виола и Руби. Собираюсь купить им собственный уголок. Белли, ты не спросишь дам, чего они пожелают выпить? И налей профессору стакан джина, пожалуйста. Спасибо. Дамы. Я много слышал от тебя, слышал, что ты был в Чикаго. Ну, присаживайся. Спасибо. Ну, те парни, с которыми ты разговаривала, я играл в клубе Пони Мур в местечке под Дирборном. Пони Мур. Пони Мур была настоятельницей в том борделе. Да. У нее там было полно светлых женщин. Красивее всех тех, что ты когда-либо видел. И строго для белых. Я слышал, ты играешь мою музыку. Ты бы слышал, как я ее играю. Я слышал, как ты ее играешь. Они просят сыграть вальс, и ты им играешь Maple Leaf в трехдольном размере. Я бы сыграл на коробке из-под сигар, если бы они этого захотели. Но он не был написан в трехдольном размере, Луис. Да так и играют все, кому не лень. И я делаю это постоянно. Джо Сьюз, Чарли Смит. Уж профессора, которых я знаю, прекрасно себя чувствуют, сидя на одном месте. Их это вполне устраивает. И я не настолько глуп, как все остальные. Девушки сходят с ума по мне. Стоит задержаться на одном месте и жди сюрприз. Это уж точно. Тебе ли не знать? Детская кроватка? Да. Я должна на это посмотреть. Я повидала много кроваток, но только не детских. Куколка, ну куколка. Одна из самых красивых девиц на улице от меня без ума. А я ей ноль внимания. Эти чертовки говорят: Луис, говорят мне, красавчик, мы бы хотели, чтобы ты уделил нам минутку. А я промолчал. И она уехала из города с девчонкой. Они говорят мне: Луис, знай, кучу парней, даю 20 баксов, чтобы провести с ней ночь. Что на самом деле привело тебя сюда? Том Турпин привез в город сутенёж. Величайшая коллекция мадам, в каких не видела свет. Прямиком из Нового Орлеана в поисках новых профессоров. Там состоится светский вечер в кафе «Бутон Розы». О, да там яблоку будет негде упасть. Турпин попросил меня пригласить тебя быть почетным гостем. Почетный гость проституток с Бейсин-стрит. Слушай, там будет мадам Дивер, ее все знают. Лулу Вайт, Бетти Рэй. Вино за 5-10 баксов. То вино, о котором я говорю, что льется рекой в всех домах. Купил новый костюм, модную шляпу, плюхнулся на стол в окружении виски и белых женщин, и жизнь удалась. И не отличишь скрипача от альтиста, как пианиста от барабанщика. Это никак не связано. Клуб кленового листа, деньги на ветер. Бутон Розы ничем не отличается, это тот же бордель. Только с роскошными красными коврами и французскими люстрами. Ты играешь для себя? Что ты имеешь в виду? Я не вижу ничего хорошего в том, что ты спрятался в 4 стенах. Возишься тут со своими партитурами. Луис. Нормальные музыканты играют для других свою музыку, ты играешь для себя. Я скажу больше, что ты уходишь. Ты произведешь фурор, если появишься там. Когда ты последний раз играл на сцене? Я не понимаю, почему ты человек не осознает, что ты завязал с этим. Ему обязательно нужно было приходить сюда. Он должен был догадаться, что ты откажешься от подобного. Или я не права? Да.
Так значит, он просил тебя играть у Тома Турпина? Ну, и что ты ему сказал? Я не дал ему ответа. Тебе этого не хватает? Не всего хватает. Скотт. Если ты хочешь играть там, я не против. Я не против всего, что ты делаешь. Скажи мне, что ты чувствуешь. Они играют мою музыку неправильно. О, это ужасно. Что же они делают? Меняют характер и делают все, что им вздумается. Так вот в чем дело. Мадам Лулу Уайт, королева бриллиантов, жемчужина Нового Орлеана. Филиппеца из дворца Лабрано. Наследница первой русской семьи от ее двора в Санкт-Петербург. Мисс Эмма Джонсон, 333 ПБСС, дама всех наций и королева Америки. А теперь минуточку внимания, попрошу вас перестать любоваться этими прекрасными дамами и устремить свой взор на не менее прекрасного мужчину, чтобы полюбоваться мной. Как вы могли заметить, здесь собрались самые роскошные, самые желанные девушки во всем мире. И по этому поводу этой ночью для вас будут играть самые лучшие профессора, когда-либо бывшие в этих краях. В особенную ночь мы имеем честь поприветствовать одного парня. И когда он зайдет на эту сцену, он лучше встать со стула и уступить ему место, потому что этот парень сотрет ваше пианино в порошок. Кто-то может называть меня отцом рэктайма. Но позвольте вам представить его короля. Скотт Джоплин. Нужно сменить принтеры. Неправильные ноты, ошибки, опечатки. Их тут до хреновой кучи. Я полагаю, об этом глупо спрашивать. Но у тебя затуманенный взгляд последние несколько дней. Нет ничего в том, что так думаете.
Как Белль. О, жар не отпускает ее. Скотт, проклятие! Что случилось? Что? Чего ты хочешь? Держаться подальше от Тендерлойна и забыть все, что с ним связывает. Ты знаешь, ты изменился. Я чувствую. Твое внутреннее я снова жаждет самоутверждения. И я скажу кое-что. И у меня не хватало смелости сказать тебе это раньше. Ты гений. Поистине великий американский композитор. Моя музыка рождена из слоя дерна и почвы. Я скажу тебе кое-что еще. Я намереваюсь представить твою музыку комитету по выставкам на предстоящей ярмарке в Сент-Луисе. Эта ярмарка станет крупнейшей когда-либо проводившейся американской выставкой. Джон Филипп Суза будет там, как и ты. Ты являешься истинным автором народной американской музыки. И я хочу, чтобы люди об этом узнали. Рэгтайм попросту несерьезная музыка, она груба, банальна, ее слышно везде. Изучение чернокожих. Как бы вы это ни преподнесли, мистер Старк, вы понимаете, о чем просите? А сплошной грохот и шум. Музыка негров, надо признать, она лишена смысла. Рэгтайм — это не музыка негров. Как же тогда, если не так? Говоря вашими словами, это неугасаемая жизненная сила. Музыка, которую не слышал никто никогда. Борьба за жизнь. Протест расовой сегрегации. Мистер Старк, конкретнее, что вы хотите от нас? Вы представляете Сузу на вашей ярмарке. Я хочу, чтобы музыка Джоплина была также представлена. Вы ставите Джоплина наравне с Сузой. Я предлагаю опубликовать оригинальный рэгтайм, написанный специально для ее открытия. Я также прошу форум включить музыку Джоплина, написанную ранее. Останусь доволен тем, что она займет свое место в американской музыкальной истории. Вам следовало придумать более весомый аргумент, мистер Старк. Билеты. Билеты? Билеты. Более 350 тысяч человек купили Maple Leaf Rag. Еще 1 миллион купили оставшуюся музыку. Итого 1 миллион 350 тысяч человек знают музыку Скотта Джоплина. Они заплатят, чтобы услышать. Да, Это для него. я передам. Я передам его ему. Мне велели передать его ему лично в руки. Я сожалею, но он работает. Когда он закончит? Я не могу сказать, но я передам ему письмо. Что ж, ладно. Еще одно письмо от Луи Шавена. Только что пришло. Я думал, вы были друзьями. Я не разговаривал с ним с тех пор, как он был в этой комнате. Скотт, он уже 3-й раз просит о встрече с тобой. Это его проблемы. Там написано, что он болен. Войдите. Который час? Без четверти 5. Должен извиниться, что не приходил к тебе. Было много работы, каскады. Тебе понравится легатная кантилена и виртуозный темп. Почти закончено. Но этот чертов комитет отказывается ее принимать. Я... Прости меня. Давай, убирайся отсюда. Ты слышала меня, женщина? Проваливай!
Дура непослушная. Легатная кантилена с виртуозным темпом. Я знаю, что это такое, просто не могу записать. Я никогда этому не учился. И уже слишком поздно. Слишком поздно? Что стряслось? Я тяжело болен. Она прогрессирует. Мне уж недолго осталось. Кто знает? Никто не знает. Может быть, это было неправильно, я не знаю. Наверное, мне следовало бы научиться записывать эту фигню, как ты. Я не знаю, может быть, ты был прав тогда. Послушай, Мне нужна твоя помощь. Помоги мне написать перенести мою музыку на бумагу. Люди знают мое имя Луи Шовен. Они скажут, вот и музыка этого человека. Он был не просто черномазый. Вот тут я заканчиваю. Это только одна тема. Она красивая, но нужно развитие. Да, слушай. Возьмись за меня как следует. Заставь работать. Сыграй еще раз. Да. Хорошо. Все начинается с рук. Это знаешь, да? У тебя же оно было. Просто берется ниоткуда. Смотри, я поработаю над этим. Предстоит много работы. А ты вставай, уходи, отправляйся домой. Мне нужно принять ванну и все. Я пришлю за тобой, как только что-нибудь набросаю. Скат! Скат! Оу! Я тебя повсюду ищу, залезай. У меня для тебя за ней хорошие новости. Пошла! Комитет дал ответ. Комитет дал ответ. И что? Сказали да. Моя музыка! Так, как я и написал, без изменений. Так, как ты написал и без изменений. Есть и другие новости. У тебя будет своя отдельная кабинка, как у Сузы и остальных. Я не могу в это поверить. А стойте, вы сказали вдвойне хорошие новости? Я так сказал? Да, вдвойне хорошие новости. Ах, да, я записал это на клочке бумаги. Подожди минутку, мне надо достать. Держи поводья. Вот нашел. Поздравляю, это девочка. Как Белль? Прекрасно. А ребенок? О, не могу сказать наверняка. Что с ней? Признаться честно, я не знаю. Я держу ее под пристальным наблюдением. Но она нездорова и очень слаба.
Ты проснулась? Да. Ты очень красивая. Что не так с нашим ребенком? Можно я присяду рядом? Я так долго ждала этого момента, чтобы подержать ее на руках. Теперь даже не могу ее увидеть. Тише. В чем дело? Если ты что-то знаешь, скажи мне. Ты всегда была сильной, в отличие от меня, я болен. Пора наконец признаться, не пытайся вставать. Я оставил тебе ужасное наследство и ребенку. Я признаюсь. Боже. Я не хочу причинять тебе вреда. Я должен сказать тебе. Нет. Я был нечестен. Я скрывал. Остановись, прошу. Я пренебрегал тобой. Белль. Белль, мы уедем отсюда. Мы поедем в Европу. Мы продадим дом и поедем в Лондон. Проплывем через реки и океаны. Я сделаю все, чтобы ты была счастлива. Не могли бы вы подняться, миссис Джоплин? Не могу ее успокоить. Вы это видели? Да. Я вовсе не так себе все представлял. Разве об этом мы говорили? Одно пианино! Это лучше, чем ничего. Как вы могли допустить это? Тебя там не было на этой встрече. Ты не знаешь, что мне стоило. Поясни, великий американский композитор. Посмотрите, что они об этом сказали. Они ничего об этом не сказали. Только Джоплин был тоже. Не жаль. Ты подвел меня! Скотт, я знаю, что ты чувствуешь. Тебя подавили масштаб возможностей других участников, величие и объем оркестра. Твоя музыка не способна конкурировать на таком уровне. Я попросту не услышу. Они не услышат. Если им нужен объем, они получат объем. О чем ты вообще говоришь? Я собираюсь написать оперу. Оперу? Оперу в стиле рэктайм. Рэктайм оперу. Зачем? Потому что так надо? Потому что это их музыка. Кабрио, фортиссимо. Пусть это заставит их быть довольными. Ты погубишь себя этим. Это то, что я хочу. Кот, я понимаю, что это происходит, я понимаю, что ты испытываешь, пожалуйста, поверь мне, я могу поставить себя на твое место. Это все, что ты можешь сказать мне. Скотт, я еду в Нью-Йорк, поедем со мной. Открылся новый музыкальный театр. О, Дэви, Джек-тайм. Ты даже не можешь послушать. Пускай они говорят про задетых нигеров, но черта с два они меня увидят прогуливающимся воскресным днем по Бродвею. Я на колени не встану. Ты думаешь, я тебе этого хочу? Я знаю людей, которые мне помогут с оперой. Я лично займусь вокалом и оркестровкой. Все, что мне нужно, это издатель, который действует в моих интересах. Если это будешь не ты, тогда я хочу знать об этом. Следовало помнить, что мы смотрим на жизнь по-разному. Не жаль, если тебе причиняет неудобства. Но я не стану потакать твоему эгоизму. Скотт, я собираюсь в Нью-Йорк. Заниматься тем, что умею лучше всего. Нам двоим это нужно, поедем вместе. Твой ответ?
Я вспоминала то время, когда мы признались друг другу в любви. Тебе неприятно говорить об этом? В конце концов, когда-нибудь ты поймешь, что у меня были причины об этом не говорить. Ты же понимаешь, что это не повод замыкаться в себе? Я уже любила раньше. И достаточно много знаю об этом. Но тогда все было по-другому. Не так, как это было с тобой. С тобой я чувствовала нежность и искренность внутри. Неважно, как сильно ты меня отвергал. Я могла это стерпеть. Но теперь уже нет. Мы со Скоттом перестали общаться. Он не хотел меня видеть. Он не хотел никого видеть в общем. Он стал полностью одержим своей оперой. И ничто больше не имело для него значения. Он хотел, чтобы эта опера стала итогом всего того, что он знал и чего чувствовал. К этому времени уже все сочиняли рэктаймы. Все, кроме человека, который сделал его популярным. Единственное, что писал Скотт, была его опера. Мне нужна твоя помощь. Помоги мне перенести мою музыку на бумагу. Не хочешь кусочек? Я забыл фразировку. Тут вроде бы был переход.
Вот оно. Вот оно. Скажи что-нибудь. Спрашивай. Белль ушла. Ребенок умер. Не позволяй страхом завладеть собой. Борись с ним. Страх мой близкий друг, я пожал ему руку. Не могу избавиться от этого чувства, оно меня преследует. От этого не скрыться, ты должен противостоять ему. Иначе найдет тебя снова. Это он носит красный галстук. Да, это я. Со старым жирным пятном. Остатки сладкие. Где ты нашел матрас? Я украл его. Найдешь мне еще один? Приятель Гейб. Этот парнишка Гейб мне не нравился. Не нравился и все. Такой же жирный, как свинья. Он носил цветок в петлице. Маленький такой, пурпурный. Красивый цветок. Никогда не знал, что это. Суставы ломят. Мы все играли на слух. Никогда даже не думали записывать. Еще чего. Слишком много хлопот. Теперь так делают все. Раньше была просто низкосортная музыка. Тоже знал, что так все обернется. Неделя новая, старый блюз. Воскресного похмелья блюз. Джиллеру Мортон. Другу оставя, схожу с ума я. За то, что совершил, я тщетно каюсь. Он бы сыграл эту штуку. Он бы сыграл эту штуку для девчонок. Я его помню. Да. Хочу я, девчушки, вам своей рассказать. С песней мы жизнь много бед повидать. Но бутылка вина, мой друг, нас вернет обратно в те времена. Уж стар я стал, как этот блюз. Я верю в то, что исцелюсь и не запьюсь. Осталась в сердце только мама. Забыть поможет этот блюз.
Как они смеют называть себя музыкальной компанией Нью-Йорка? Глупцы! Мухосральная компания, вот кто они. Пытаются вывести нас из бизнеса, сбивают цены почти вдвое. С их так называемой распродажи по 9 центов за копию. Как я могу печатать качественный товар по 9 центов за копию? А потом они начнут торговать ими в конюшне, чтобы сэкономить на аренде. Как жизнь, старина, не унываешь? Я смеюсь. Присоединишься? Держу пари, ты говорил музыкальной компании Нью-Йорка, и я держу пари, что они связались не с тем парнем. Я бы пристрелил их. И думаю, так и сделаю. Ты с дороги? Кажется, я читал где-то, Вилли. Немного Джек Тайма. Быть может, я могу что-то для тебя сделать. К примеру, Павлин, лучшее шоу в городе. Билеты почти не найти. Могу написать письмо для тебя. Думаю, я смогу доставить места на балконе в середине недели. Что это? Это? То, чего ты всегда хотел. Гелиотроп. Да. Это цветок. Маленький и фиолетовый. Но он не цветет в это время года. Отцвел. Парень из Миссури на улице Трепещущих Жестянок. Скажи мне, ты всерьез планируешь здесь обосноваться? Вот тебе еще парочка, и парень из Миссури наносит ответный удар. У меня миссионерское рвение и все такое прочее. Если собираешься пристрелить кого-то, тебе понадобится амуниция. Раби, отправляйся в Лобстер Хаус. Принеси 2 самых больших, что у них есть, и бутылку шампанского. Есть, сэр. Не переживай, на этот случай у меня есть код. Я чувствую, что я не могу прийти в себя. Знаешь почему? Наверное, потому что слишком много пью. Мне следует завязать. Однажды я это бросил и чертовски хорошо провел время. Стоит попробовать еще раз. Ты скучаешь по дому? Нет. Ну, иногда. Правда? Помню, как-то раз к нам в городок заявился колдун и попытался продать свое чудотворное лекарство. И моя мама вышла из дома с банджо. Она погнала его прочь через всю улицу прямо в реку. Ты это придумал. Я много чего придумал. К примеру, это. Это еще не все. Я закончил ее. Закончил что? Оперу. Опера? Да. Опера. Да. Хочешь, чтобы я ее опубликовал? Хочу, чтобы ты ее поставил. Поставил? Поставил. Каким образом? Как? Сколько вокальных партий? 11. 11. Сколько музыкальных номеров? 27. 27! У меня остались некоторые сбережения. У тебя есть новые рэктаймы, что я дал тебе? Сколько денег у тебя есть? 10 тысяч. Я не смогу покрыть и половины. Черт бы тебя побрал, это большие деньги, и ты хочешь, чтобы я оплатил остальное? Да. Ты знаешь, что почти разочаровал меня? Это же надо было такое вообразить. Черная иллюзия. Карнеги Холл. Белый галстук и фрак. Ваша карета подана. Да, сэр, мистер Джоплин. И белый швейцар открывает тебе дверь. Это не то, чего я хочу. Я же тебе об этом говорил. Я сказал, что такого не будет. Не об этом ты говорил. Ты говорил, что моя музыка — это новая форма искусств. Истинный американец из дерной почвы. Сказал, что я гений, что все должны знать об этом. Я пытаюсь быть реалистом. Ты, видимо, нет. Что, черт возьми, ты пытаешься мне этим сказать? Что ты имеешь в виду? Ты заболел?
Что с тобой? Сложно объяснить. Нервы? Нервы, да, в каком-то смысле нервы. Я не стану в этом участвовать. Маршируя, маршируя, идем на этот милый звук. Маршируя, маршируя, как стая птиц летит на юг. Бежим навстречу, спешим навстречу, услышав этот трек. Стоп! Стоп! Остановитесь! Вы поете в ключе! Сбили со счета! У тебя здесь бемоль! Сокин ТС! Следите за текстом! Здесь! Смотрите за нотами! Нужно смотреть ноты, нужно просто смотреть ноты. И в этом нет ничего смешного. Повнимательнее! Так, ладно. Еще раз сначала. Все заново. Раз, два, три, четыре. Маршируя, маршируя, идем на этот милый звук. Маршируя, маршируя, как стая птиц летит на юг. Бежим навстречу, спешим навстречу, слыша этот рык. Рык и скок, и не спеша, жизнь хороша. Если вы хотите заказать ноты, буду рад угодить. Если же вы ищете Джоплина, прошу прощения. Я не видел его с лета. Ему нужны деньги. А кому нет? Он все пытается найти спонсора для своей оперы, но никто не откликнулся. Извините, у меня назначена встреча. Он назвал ее Тремониш, у него будет выступление в городе в зале Гарлема. Без декораций, музыкантов и костюмов. Он собирается играть все партии на фортепиано один. А актеры-любители... Он потратил все свои накопленные деньги. Что во имя святого с ним творится? Он умирает. От чего? От инфекции. Сифилис. Сифилис. Боже мой, какой ужас. Я был везде, где только можно. Где он сейчас? Живет в пригороде. Снова женился. Когда он успел? Это непростой брак, она заботится о нем. У него ничего нет совсем. Ни гроша. Сколько ему нужно? $3000. У меня нет 3000. У меня нет ничего. Этот город ободрал меня до нитки. Я собираюсь закрыть свои офисы и возвращаюсь в Сент-Луис. Я могу найти тебя. Зачем? Не знаю, может быть, я наткнусь на кого-нибудь, у кого есть немного денег. На запад по 172 улице. Плакучая ива. Я играю там. Спасибо. Как только вы будете готовы, мистер Джоплин.
Давай за пианино, приятель. Так будет лучше. Я давно не практиковался в этом. Я понимаю. Такое порой бывает. Мне нужно идти работать. Я провожу. Нет. Нет. В 1974-м музыка Скотта Джоплина получила премию «Оскар» в фильме «Афера». В 1975-м его опера «Треманиша» была успешно поставлена на Бродвее. В 1976-м он был удостоен Пулитцеровской премии за свою музыку. Но Скотт Джоплин умер в нищете в 1917-м. Перевел и озвучил Эрик Ланг. Женские роли дублировали Мария Девятова и Анна Вантеева.